Поскольку это трейлер к выпуску, наверное, нужно начать убеждать вас, как круто и красиво может быть в русской глубинке. Какие тут минусы и плюсы. И 100% нужно сказать, что меня что-то здесь поразило. Окей, раз уж вы так просите. Обычно принято считать, что русская глубинка — это знатные дебри, где все хорошее и светлое сталкивается с серостью и хтонью. Но это не так. Хотя бы потому, что в этой самой глубинке можно найти главное сокровище нашей страны. Уникальная природа. Меня зовут Валдис Пеленицын, и сегодня мы изучим природный парк Большой Тхач. Ну что, поехали? Надеюсь, пафос вы оценили. О природном парке Большой Тхач я расскажу чуть позже. А сейчас начнем мы наше путешествие с села Новопрохладное, что находится в Майкопском районе Республики Адыгея. Ехать из Краснодара порядка 190 километров. И навигатор подсказывает мне, что ползти мы будем около 3 часов. Это подозрительная математика, но давайте проверим, насколько хороша будет дорога в сказку. Большая часть пути из Краснодара в Новопрохладное – это стандартная трасса с неплохим покрытием. Если вы любитель бескрайних просторов, полей и пустырей, вам точно понравится. Заправки и населенные пункты встречаются часто, так что не заблудитесь и с голоду не умрете. За несколько километров перед Новопрохладным начинается гравийка. Виды из машины наконец-то становятся горными, и вы уже рисуете себе героические восхождения. И не в силах сидеть на мягком автомобильном кресле, устремляетесь вперед, чтобы преодолевать, покорять и... Погодите. Мне кажется, мы немного забежали вперед, ведь я не познакомил вас с героем этого фильма. В Новопрохладном меня встретил Женя, хозяин эко-кемпинга. Он поменял жизнь в большом городе на уют и спокойствие маленького горного села. Ты не чувствуешь, что ты тратишь свое время вообще зря? Атмосфера тут и правда очень размеренная. Никто никуда не спешит. Вот прям совсем. Кому-то может показаться, что жизнь в Новопрохладном вообще остановилась лет 30 назад. Развлечений, кстати, немного. Здесь есть братская могила, почта, дом культуры, магазин, 5 улиц. И это вся информация, которую я нашел. Давайте на чистоту. Если бы не окружающая природа, село вообще бы ничем вас не удивило. Мило, полузаброшено и скучновато. Удивил единственный магазин, пропитанный советским прошлым, который работает 4 часа утром и 3 часа после обеда, а в воскресенье вообще выходной. После круглосуточных супермаркетов Краснодара это странные ощущения. Да не то чтобы мы тут прямо сильно любим дискотеки, развлечения, то есть на самом деле удовлетворение от прожитого дня, оно тоже очень простое такое. О, зацените, это дом культуры. Вот тут даже написано. Село Новопрохладное расположено в 16 километрах от центра сельского поселения, станицы Даховской. А станица Даховская, впрочем, как и поселок Каменномостский, находится по пути следования в село Новопрохладное. Даховская сама по себе тоже ничем не примечательна, но все же в ее старых зеленых улочках есть какая-то своя атмосфера. Конечно, когда нет профнастила. Но главная находка таких вот отдаленных мест – это все-таки люди. Был порыв как-то уехать. Думали, ребенок идет в школу, надо в город, в хорошую школу. Но поездила по знакомым, посмотрела. А наша школа-то получше многих других городских на тот момент была. Школа, кстати, на июнь 21 года была вроде бы закрыта. Не то на реконструкцию, не то совсем. А если вы спрашиваете, чем живет местное население, то это по большей части туризм. Туризм и гармония с окружающей природой. Я вообще работал, я инженер по образованию. И работал в аэрокосмосе какое-то время и сидел в офисе за компьютером, делал важные задачи. Но такой винтик, да, нужный. Новопрохладное было основано казаками в апреле 1864 года как станица Сахрайская. В 1920 году переименовано в Новопрохладное. Расположено Новопрохладное изолировано в долине реки Сахрай.
Это, кстати, не Сахрай, а речушка Каменная, которая впадает в Сахрай, который чуть дальше будет. В декабре 1942 года село было почти полностью сожжено нацистскими войсками, а с 1944 года начало возрождаться. Не сказать, что совсем возродилось, но побывать здесь точно стоит. Хотя бы потому, что здесь занимаются древолазанием. Рекреативное древолазание – это, простыми словами, это искусство перемещения в кронах деревьев. Древолазание стало массовым увлечением в 80-х годах 20 века. Бывший альпинист Питер Дженкинс открыл первую школу древолазания, где ребята вскарабкивались на деревья высотой до 40 метров. Мне кажется, что он еще тут был до основания вообще станицы Сахрайской, то есть еще помнит черкесские какие-то истории. Последователи Дженкинса разработали различные методики подъема, начали пользоваться техниками спелеотуристов, скалолазов и арбористов. Сочинили философию лесного экстрима и основали солидные организации с блэкджеком и... Ну, вы сами знаете. Всегда понимаешь, что бы ты ни делал, ты как бы все равно делаешь какое-то полезное дело. Ты не чувствуешь, что ты тратишь свое время вообще зря. Я тоже решил не тратить свое время зря. Вот здесь я и остановлюсь на ночевку. Ну а завтра меня ждет одиночный поход в природный парк Большой Тхач. Вот в таком атмосферном геокуполе Женя предоставил мне возможность переночевать, за что ему большое спасибо. Видали? Тут даже теннис есть. Ну и когда жили в городе, там были разные тоже эксперименты. Мы занимались музыкой, то есть привозили разных на то время неформатных исполнителей, и как будто бы немножко такая культуртрегерская была у нас миссия в плане того, что мы показывали людям, что есть немножко другой пласт музыки, который не только который крутится по радио или там в ротации. О, ну что, ребятки, вот в таких условиях сегодня я буду спать. Завтра нас ждет большой день, так что спокойной ночи! Ночь и правда была спокойной, а утро просто невероятным. Да, вот следующий эксперимент был это переезд в деревню. Захотелось как-то поменять немножко качество жизни. Я стал работать учителем в школе. Здесь вот у нас школа была. Эко-кемпинг Жени – это какая-то особая территория спокойствия. Такой утренней гармонии я давно не испытывал. Живем, учимся, доживем в первую очередь. Делаешь совершенно простые вещи, там вот от приготовления себе покушать или чистки туалетов или уходом за помидорами там в теплице или там вот залатываешь дыры там бесконечно. А мне пора было отправляться в путь и попутно переваривать новую информацию о рекреативном древолазании. По большому счету дерево это просто как объект нашего внимания, объект, я бы даже сказал, почитания. Несмотря на ночной дождик, погода в ближайшие дни обещает быть хорошей. Но это нужно проверять. Забегая вперед, скажу вам, что погода далеко не всегда была хорошая. Но обо всем по порядку. В первый день моего похода я планировал дойти до поляны Тайвань. Это лобное место, где все туристы со всех местных маршрутов так или иначе пересекаются. А оттуда собирался пройти как можно дальше до какой-нибудь удобной поляны с родничком. Вы знаете, подъем в гору – удивительная штука. Сразу улетучиваются все сомнения, страхи, переживания, какие-то городские проблемы. Появляется одышка и желание остановиться. Фух. Тут у нас такой нулевой километр, я бы так сказал. В плане того, что заканчивается какая-то цивилизация, и дальше у нас уже начинаются земли заповедные. Пошел в лес и погулял, и грибов собрал. Как-то вот так... И приятно, и полезно. Я слышу шум, а значит река близко. Или это ветер? Через 2,5 километра пути и правда обнаружилась первая переправа через реку Сахрай. Довольно крепкий подвесной мост, по ощущениям готовый выдержать толпу туристов. А как приятно, что летом лесная крона дает тень и прохладу. А если мы дерево рассматриваем как живое существо, какое оно по сути-то является? Вот. Мы смотрим его внутреннюю структуру, мы понимаем его жизненный цикл, то есть мы понимаем, как оно вот из маленького семечка вырастает вот в нечто такое,
огромное, большое, но не всегда здоровое, скажем так. Вот. Мы уже начинаем смотреть, и как мы смотрим на человека, который тоже редко здоровый, да? Через полкилометра нашелся еще один мост, шаткий и менее надежный. Чуть не сбил меня, а? Экой хулиган. Чтобы добраться до него, нужно вовремя свернуть с лесовозной дороги. Поворот заметный, так что не пропустите. Что такое здоровое дерево? То есть как так вмешиваться вот в жизнь дерева, чтобы ему, ну, как минимум, не вредить? Вопрос-то на самом деле очень непростой. Но когда видишь вокруг себя красоту природы, о плохом обычно не задумываешься. И не так уж и страшно летать в таких местах. Штанишки мокрые, но в целом нормально. Кстати, пользуюсь я в походах приложением Maps.me. К сожалению, это не реклама, а лишь совет. Но я открыт к предложениям. Я бы очень хотел сказать, что дорога до стоянки Тайвань красивая. Но это не так. В 4 километрах от эко-кемпинга меня настиг первый брод. Холодненькая. О. И далеко не последний. Как бы я этого не переживал раньше, когда жил немножко другой жизнью. Все очень осознанно и не зря, скажем так. И я это называю именно качеством жизни, поэтому всегда есть чем заняться. Меня же занимали бесконечные броды, которые заставляли то разуваться, то обуваться. И опять брод. Конечно. После грязища то, что надо. Можно было взять резиновые тапочки для этого дела, но это лишний вес. Так что я терпел и вспоминал, как классно вчера было лазить по сухим и теплым деревьям. Мы не используем колени и не используем локтевые суставы именно вот, ну, с вот такой вертикальной нагрузкой. Дуб нам дает, скажем так, большую форму. Вот. Но зато при этом это позволяет нам практически на самую макушку туда прогуляться. Знаете, в том, чтобы идти босиком по земельке матушки родной, есть свое какое-то удовольствие странное. Иногда это, конечно, больно, но ты начинаешь совсем по-другому воспринимать поход и простую какую-то дорогу с грязью. А вот змею босиком неприятно встретить. И не убежишь особо, и не пнешь ее. Через 6,5 километров пути я вышел к урочищу Брилева. Или Брилева. Красиво тут. По-европейски так. Уютно. Хорошо, что грязное месиво, из которого состоит и дорога, и поляна, летом хоть немного подсохли. Ну а ровно через 10 километров после начала пути нас ждал Тайвань. Вау. Невероятной красоты место. Дыхание захватывает от информации на стендах. На самом деле тут пара беседок, куча мусора и кроме пушистого котика ничего красивого нет. Ну давай я тебе почесу. Так, а пока готовится мой обед, расскажу занятную историю. Приезжали ребята с Майкопа, почти местные. Рассказали, что сейчас у медведей что-то типа брачного периода, и они очень даже охотятся за всякими молодыми светловолосыми парнями. Так ли это? Проверим. Да, Кися? Одно дело нам хочется, да, оно нас каким-то образом манит. Вот. А другое дело, что мы должны понять, насколько это дерево подходит для дереволазания, и мы должны его проинспектировать в плане здоровья. Если мы видим наличие грибов каких-то внизу, да, у камля, или там какие-то аварийные опасные ветки, зависшие в кроне, или там видим дупла, то это уже в любом случае не наш вариант, то есть мы должны к этому ответственно подходить. Я вот к своему обеду подошел крайне ответственно. Потратил на обычный бич-пакет более 40 минут, отдохнул и двинулся в путь по грязной лесовозной дороге. Но когда дерево растет в лесу, оно может спать, оно может ждать, то есть там такие социальные процессы происходят между ними. А знаете, что я вам скажу? Заброска в горы на джипе, машине или на конях, да пофиг. И это прекрасно. Ты просто не тратишь свое время на ту часть маршрута, где грязно и ничего интересного.
ничего. Столько, сколько я брюзжал в этом походе, я не брюзжал, наверное, за всю свою жизнь. Но должен признать, чем выше я забирался, тем красивее становился лес. Простая истина. Убери дорогу для лесовозов, и все станет красивее. И на лес будешь смотреть совсем другим взглядом. Вот рекомендую, если полезешь, обращай внимание, ну как бы лезь не силой мышц, да, а именно вот на растяжении больше. То есть в данном случае, ну, дерево, оно как тренажер вообще-то. Но в индустриальном смысле есть такое понятие, как арбористика. То есть это как раз такая область промышленного альпинизма, когда производится уход за деревьями. Вот. Но уход не такой вот, как, к сожалению, делают у нас в городах. Как, допустим, сейчас вот не скучно ходить по лесу, тем ужаснее сейчас становится ходить по городам. Посмотрите на деревья в вашем дворе, и вы наверняка поймете, о чем говорит Женя. Наблюдая, как производится сейчас обрезка у нас в городах деревьев, вот этот вот топпинг, который просто как куст под рестриженные деревья, ну, я просто... Как бы диагноз у них прописан вот 5 лет и все. Я уверен, вам просто непонятно, насколько здесь крутой подъем. Это выматывает. Именно в таких вот диких местах, как Тхачи, ты понимаешь, насколько удивительно выглядит нетронутая природа. Насколько ценно и хрупко может быть все то, что она создает. Спотыкаясь от усталости и пафосно философствуя, я и не заметил, как добрался до лагеря с родником. Ну, деревьям трудно. Вот. И миссия арбориста, она заключается в том, чтобы ему хоть как-то можно было бы помочь. Честно говоря, после разговора с Женей ты и правда начинаешь по-другому смотреть на деревья. Начинаешь видеть в них не только тень от солнца и топливо для костра. Ребятки, в общем, за сегодня мы с вами прошли 15 километров с набором высоты, внимание, 820 метров. Я дико устал и очень хочу кушать, поэтому болтаем по минимуму, делаем по максимуму. Мы уже начинаем на него смотреть, видеть его историю какую-то. Почему она растет тут именно больше в эту сторону, а не в эту? Почему она тянется сюда? Что на него влияло? Какие у него соседи? Вот такую симфонию ты слышишь, когда ты один в лесу. Это идеальный вечер. Но спать долго не получается, слишком много дел на сегодня. Доброе утро. На завтрак у нас двойная порция каши с изюмом и курагой и пол-плитки горького шоколада. Очень калорийная и вкусная штука. Круче только сало. Всегда мы должны быть ближе к центральному стволу. Ну, естественно, чем мы выше лезем, тем у нас ветки меньше в диаметре, проще их обхватывать. Вот. Ох, ребятки, план на сегодня такой: 5 километров до Балагана Ветреного с набором высоты почти 500 метров. Ну а там, если повезет, прогуляемся до горы Малый Тхач. Кстати, Балаган в горах – это домик, убежище от непогоды. Иногда может выглядеть капитально и красиво, но в основном это убогие сараи из кривых досок и полиэтиленовой пленки. В общем, на любителя. Я только позавтракал, но я почему-то уже хочу есть и отдыхать. Я как маленькая лошадка, которой живется не сладко, и мне трудно нести мою ношу, но я все никак ее не брошу. Я же вижу, как вот к лесу относятся у нас еще, к сожалению. Человек, к счастью, до него не добрался просто потому, что к нему подъехать невозможно. Если бы можно было сюда подъехать трактором, я думаю, что он бы уже давно был в
какую-нибудь баню, какой-нибудь заложен и так далее. Вот. И вот тут становится немного грустно, когда идешь вдоль стены Тхача среди огромных хвойных деревьев, которые растут тут десятки, а то и сотни лет, и, слава богу, хоть как-то защищены законом, невольно представляешь, а что, если бы такой величественный лес был повсюду? Что, если бы нас даже в городах окружали 300-летние дубы и пихты? Вот эта сказка была бы. Чем больше вот нас таких будет, тем, мне кажется, что и города наши станут красивее, и к лесу мы станем по-другому относиться. Плюс можно еще вот играть вот с силами упругости самих веток, они как бы сами тебя как будто бы тоже немножечко раскачивают. Начинает накрапывать маленький дождик, и мне это определенно не очень нравится. Хотя, признаться честно, пасмурная погода создает в горах невероятную атмосферу. Правда, иногда непогода может заиграться и по-настоящему пугать. Но обо всем по порядку. А это, кстати, тот самый балаган ветреный. Ну что сказать, на самом деле он выглядит еще хуже, чем на экране. Всему виной хлам и мусор, который оставляют здесь. Если вы думаете, что кого-то спасете пачкой своих макарон, особенно летом, вы глубоко ошибаетесь. Это все гниет, плесневеет, ржавеет и привлекает грызунов и насекомых. А самое главное, выглядит отвратительно. Пожалуйста, забирайте свой мусор с собой. Я распределил свой вес и фактически ничего не напрягаю. То есть под коленом мы можем использовать. Вот колено вот в развилку поставить, это, ну, во-первых, и самому больно, ну и как бы стоит этого избегать максимально. Вот вам лайфхак. Нельзя отдыхать в пути больше 10 минут. Иначе расслабишься, залипнешь на красоту, и встать потом будет невозможно. А я тем временем вышел на перевал у подножья горы. И тут опять меня встретил мусор. Как можно быть такими свиньями? Я не хочу тащить с собой еще и чужой мусор. Ну что, ребятки, появилась шальная мысль попробовать сегодня подняться на Большой Тхач. Но пока что погодка довольно дымная, непонятная, так что я предлагаю сейчас перекусить и подождать. Сало с сыром, вечерний коктейль сухофрукты. Что может быть лучше? А я пока похвастаюсь, как позавчера на дерево с Женей лазил. Так, а ты как, за мной? Еще бы! И знаете, что я вам скажу? Это нереальный кайф. Женя прав, лазить нужно только босиком. Это безопаснее, да еще и бесплатный массаж стоп. Потом, правда, пришлось вернуться за камерой, чтобы показать вам, что наверху творится. Но я не расстроился. Ребятки, когда будете в Новопрохладном, обязательно попробуйте древолазание с Женей. Когда ты сидишь на самой верхушке старого дуба на высоте 10 метров, дерево мерно раскачивается из стороны в сторону, стопами ты чувствуешь крепкую кору дерева, а сверху приятно греет вечернее солнце. Это чудо чудное. Советую всем. В общем, пока что на небе молоко, ничего не видно и снимать тоже не вариант. Схожу, пойду за водичкой. План такой. Ждем хорошей погоды, а если ее не будет, то ставим палаточку рядом с родником. Таймлапс не получился, все, как вы видите, стало еще хуже, поэтому придется ночевать здесь, ну и надеяться на завтрашнюю хорошую погоду. Очень много ребят сертифицируются на специалистов, ну действительно, потому что там есть своя система. Это не то, как просто правильно спилить ветку, это только часть вопроса. Это действительно наука о понимании, как вообще, что происходит под землей, что происходит вот над землей, то есть как, что такое вообще дерево, что внутри него происходит. Палатку я поставил совсем недалеко от перевала. Рядом есть родник, место отличное. Кстати, за 2 дня я, оказывается, прошел 21 километр с набором высоты более 1300 метров. Это не к тому, что мы как-то там какие-то идеальные, конечно же, нет. В общем, никакие там человеческие пороки нам не чужды. Погода тоже порой бывает грешит, а может просто проверяет тебя. Не кажется уже дождик в горах таким безобидным. Честно говоря, я переживаю за тент моей палатки. Он довольно тонкий, а град мощный. Это чтоб вы понимали размер града. Ребятки, мне так стрёмно, что я, наверное, поем. Град, кстати, довольно скоро закончился. Палатка выдержала.
а дождь накрапывал понемногу еще несколько часов точно. Со стороны может показаться, что ничего особенного и не произошло, но когда ты один в горах, в непогоду, такие истории запоминаются. Истории, я думаю, что как у каждого человека можно, наверное, много рассказывать. В какой-то момент познакомился с горами, еще будучи студентом. Вот. Стали ходить в горы, заниматься альпинизмом, и вот эти веревочки постоянные, они как бы так плотненько вошли в жизнь и отдушины, скажем так, будучи винтиком, они были связаны, да, с путешествиями в горах. Только все распогодилось, и вы видите, снова все затянуло, поэтому строить планы в природном парке Большой Тхач – дело неблагодарное. Как пойдет, так пойдет. Поживем – увидим. Вечер поговорок. Итак, ребята, сегодня у меня на ужин будет пюрешечка с паприкой, чесночком и немножечко итальянских трав. Также будет сало и на десерт вафельки. Ребята, вы даже не представляете, насколько это в походе может быть вкусно. Так что приятного мне аппетита и спокойной ночи. Проснулся я рано, чтобы успеть к рассвету подняться на вершину. И вы знаете, прекрасно выспался. А впереди мне предстояло подняться на вершину горы Большой Тхач, хорошенько все поснимать, отдохнуть, а затем добраться до Княжеских Полян, потому что название соответствует моему статусу. Вроде бы третий день уже. Я должен был привыкнуть к подъемам, к дистанциям. Но ничего подобного. Тут все очень по-честному, в плане того, что ты сегодня не сделал, а завтра ты выхватил сам же. Не то, чтобы пришел дядя и тебе там наказал тебя за это. Нет, у тебя уже самого же течет завтра за шиворот, например, да? Или там сегодня не заготовил дров, а завтра они уже мокрые, там лежат в лесу. Честно вам скажу, нафиг мне не сдались ваши съемки. Сидел бы сейчас в палаточке или на диванчике дома, и все было бы прекрасно. Но если взялся за съемку, будь добр ловить закат и рассвет, дружочек. Кстати, подъем от перевала, хоть и крутой, но хорошо читаемый. Заблудиться сложно, а виды просто огонь. Мы вот дружим со многими научными такими исследователями, которые из National Geographic у нас есть друзья, вот, которые реально организовывают экспедиции, вот, дождевые леса, залазят туда с помощью тех же самых простых техник, которые вот используем и мы. В переводе с адыгейского «тхач» означает «вечно молодой бог». Коренные адыги будто чувствовали, что когда гору внесут в список ЮНЕСКО, она должна иметь солидное название. Просто убейте меня. Я никакущая. Любуясь видами и помирая от усталости, я тем временем добрался до вершины. Поднялся я такой радостно на вершину и понял, что это не Большой Тхач. Вот это Большой Тхач. Ну, с кем не бывает. Так-то хорошо, что я вообще из леса вышел. С ориентированием у меня, знаете ли, бывают проблемы. Кстати, я промахнулся мимо намеченной скалы, и вот эта вершина с крестом — это тоже не Большой Тхач. Зато красиво. Попытаю счастье вот с этой вершиной. Вот чтобы вы понимали, вот там мне надо пройти. Чё-то как-то подозрительно. Хорошо, что я вас сейчас обманул и нашел путь попроще. Скажу честно, возможно, и сейчас это не Большой Тхач. Пугающая трещина в скале меня просто приманила. Да и плевать, потому что отовсюду здесь вид сногсшибательный. Вы только посмотрите. Вот когда ты не понимаешь, зачем ты живешь, не понимаешь, зачем ты совершаешь какие-то действия, ты демотивирован, получается. А если человек мотивирован, мне кажется, вот этот движочек внутри работает, тебе, как бы так или иначе хочется что-то двигать, менять вокруг себя, в себе. Вот именно в таких местах, в такой борьбе с собой ты отчетливо начинаешь понимать, для чего ты живешь, где брать мотивацию и для чего нужно что-то менять.
Честно, ребята, нет слов. Да, в таких местах слова и не нужны. Большой Тхач – это не просто красивая гора. Здесь можно встретить много редких и охраняемых видов животных. Так, ребятки, чтобы вы понимали, вот здесь развилка, где-то вот здесь был мой лагерь сегодняшний. А вот эта вот маленькая точка в тени, это Балаган Ветреный. Ты сам с собой себя сравниваешь. То есть и удовлетворение от прожитого дня, ну вот как бы сравнивая себя. Сегодня я слил день, там, ну вот так вот. Стараешься завтра. Короче, стараться надо. Тоже можно сказать и про походы. Чем больше ты стараешься, чем дальше уходишь, тем больше получаешь удовлетворения от каждого прожитого дня. А начинать никогда не поздно. Сейчас, в принципе, обучиться, мне кажется, можно чему угодно, было бы желание. Если от лагеря к вершине Тхача мы только набирали высоту, то сейчас плавно спускались по направлению к Княжеским полянам. Идти порядка 5 километров, а сбросить нужно 640 метров. Но в голове постоянно вертелась мысль: этот природный парк чертовски хорош. Очень хочется, чтобы каждый отдыхающий ценил настолько удивительное природное сокровище. Скажем, нет инфраструктуры здесь, она не создана здесь еще, и мне кажется, что покуда здесь проводятся лесозаготовки, то она сильно вперед и не шагнет. Ну, люди, уезжая, они уже, ну вот, по-другому, мне кажется, уже просто относятся к лесу. Я, ребята, не знаю, в чем логика, но объективно спуск мне дается тяжелее, чем подъем. Хотя в целом мне дается тяжело и то, и то. По пути к Княжеским полянам мне пришлось пополнить запасы воды в стрёмной лужице и чуть не умереть от нагрузки на мои коленочки. На самом деле любое место можно сделать красивым, вот что важный момент. Не надо там строить иллюзии, что вот переехав в какое-то красивое место, ты сразу станешь счастлив. Нет. Даже в таком небольшом гроте можно собрать мусор и обустроить очень уютный ночлег. И вот здесь, мне кажется, очень кстати будут слова Жени, которые больше всего запали мне в душу. Поэтому красота, она в том, насколько ты готов ее вообще наблюдать. А еще красота в людях, которые тебя окружают. Я не вижу смысла ночевать здесь, хотя поляна прекраснейшая. Поэтому попробуем сегодня сделать марш-бросок до Новопрохладного. 18 километров и вниз 1000 метров надо будет сбросить. Я не знаю, скажут ли мне спасибо мои коленочки, но для начала, конечно, перекусим. Сразу спойлер, коленки мне спасибо не сказали. Но коленки были далеко не самой главной проблемой на сегодня. Насладившись аки-князь шикарнейшими видами поляны, я отдохнул и выдвинулся в обратный путь. Я вот что подумал. Дорога обратно дико скучная и грязная. Давайте сделаем вот так. Ребята, всем привет! Вот уж не ожидал, что включусь раньше того момента, как доберусь до машины, но это трындец, честно, это полный трындец. Вы только посмотрите, во что превратилась река, чтобы вы понимали, вот здесь воды не было, вот тут было сухо, тем более вот тут было сухо. Поначалу я думал, что уровень реки немножко спадет. Я подождал где-то с полчаса, все стало гораздо хуже. Вот прям там, где я стоял на щебенке, все это было в воде. Вот где-то здесь я переходил реку вброд. Ну, может быть, чуть дальше, примерно такое же место. Воды было гораздо меньше, хотя она уже была мутная. Пока хорошая погода и светит солнышко, давайте объясню, что вообще происходит. Как вы помните, в районе 10 утра я вышел с Княжеской поляны в сторону Новопрохладного, домой, к машине. Все было хорошо, я дошел до Тайваня, на небе сгущались тучки, на Тайване пошел дождь. Как вы помните, там есть шикарная беседка. Я сделал себе обед, попытался дождаться хорошей погоды. Ее не было.
часа в 3 где-то я решил, что глупо ждать, надо идти. Я пошел, дождевик у меня есть. Поначалу просто шел дождь, сильный дождь. Потом влупил град. Ладно, окей. Потом я подошел к бродам, штук 7 бродов, они были, вода была в них коричневая, они значительно поднялись по уровню. Все нормально было, я прошел все броды, кроме последнего, вы понимаете? И там я просто не смог, там течение было очень сильное, целые бревна проплывали по реке, я понял, что это опасно, и если я начну переходить, я уплыву вместе с этими бревнами. А значит, этого видео вы не увидите. Я, кстати, поднялся на небольшой пригорок, где-то метров 8 от уровня берега. Тут меня паводок точно не застанет. Будем надеяться, это луч надежды. Натаскаю сейчас еще веток. Короче, воды, ребят, меньше не становится, и мне от этого грустно. А вы бы знали, как я хотел сегодня вечерком принять горячий душ. Уже вечереет, и я, наверное, лягу спать, в надежде, что утром как-то все улучшится. Ну и ужинать не буду, лучше позавтракаю. Так что спокойной всем ночи. Доброе утро, страна! Как вы видите, я жив-здоров проснулся. Сейчас 6 утра. Предлагаю пойти посмотреть, что там с водой творится, но я уже через деревья вижу, что не шибко все хорошо. Ботинки до сих пор мокрые, я одел их на босую ногу, потому что носков сухих у меня немного. Слушайте, ну воды стало чуть поменьше, это не может не радовать. Вот этой вот отмели вчера видно не было, хотя там должна быть целая дорога. И самое главное, уже не плавают бревна. Ладно, ребятки, я переоделся, рюкзачок почти собран. Будем пытаться прорываться, потому что без питьевой воды я все равно здесь долго не просижу. Никак. Ну вот и все, друзья. Если вы смотрите это видео, значит, я вернулся. Живой, здоровый, это просто класс. Я, честно говоря, очень сильно рад. Не знаю, как вы. Мне очень приятно, правда. Ладно, не будем долго разглагольствовать и перейдем к итогам. 5 дней длился мой трип. Начал я с Силаного Прохладного, как вы знаете, ну а после отправился в одиночный поход в природный парк Большой Тхач. За эти 5 дней я прошел 45 километров с общим набором высоты более 1700 метров. Это просто вау! Теперь давайте поговорим о плюсах и минусах этого приключения. Начнем мы с минусов, и первый минус – это, конечно же, непредсказуемая погода. Могло светить солнце, через полчаса могли набежать тучки, начаться сначала дождь, потом ливень может быть и с градом, и, в общем, это все настолько быстро сменялось, что иногда спрогнозировать что-то и какой-то план построить, было практически невозможно, вы сами все видели. Минус номер 2 вытекает из первого минуса. Это уровень воды, поскольку бродов на моем пути было много, как вы сами знаете. После ливня вода довольно быстро может подняться, и это может сказаться на вашем путешествии. Поэтому очень внимательно следите за прогнозом погоды в этом районе. Ну и, наконец, минус номер 3 – это бесконечное количество мусора. Правда, мусор был везде, на каждой стоянке, на каждом перекрестке, на тропах, где я ходил, везде. И зачастую это был довольно мелкий мусор, какие-то бумажки, фантики, кулечки, что-то легкое и компактное, что можно взять и унести с собой. Я искренне не понимаю, зачем оставлять такой мусор, зачем загрязнять. Дорогие зрители, я уверен, что вы так делать не будете. Теперь давайте поговорим о плюсах, потому что их все-таки больше. Плюс номер 1 – это то, что я все-таки смог пройти 45 километров с таким нехилым набором высоты всего за 3 дня. Они превратились в 4, но это сами знаете почему. Плюс номер 2. Людей все-таки было не очень много. Я ходил в будние дни, и, в принципе, на стоянках я всегда был один. Иногда по пути мне встречались какие-то группы туристов, но в целом было здорово, приятно погрузиться в эту атмосферу одиночества. И самое главное, на вершине с утра я тоже оказался один. Плюс номер 3. С погодой мне все-таки
повезло. Несмотря на все мои приключения, я снял все, что хотел. А по пути тоже я успевал всегда поставить палатку, я всегда успевал разбить лагерь, и в целом все было комфортно. Так что спасибо большое, Тхач, за хорошую погоду. Плюс номер 4. Я познакомился с удивительным человеком. Женя, привет тебе, вы тоже с ним знакомы. Всем советую, если вы будете в районе Новопрохладного, обязательно заглянуть к нему и попробовать на себе древолазание. Плюс номер 5. Я наконец-таки опробовал мою сверхлегкую горелку и сверхлегкий котелок, которые знатно сэкономили мне вес в моем рюкзаке, а готовить оказалось на них очень и очень удобно. Плюс номер 6. Я наконец-то побывал в районе Большого Тхача. И вы знаете, как всегда, словами это не описать. Так что я всем советую, прям даже настоятельно рекомендую, если у вас появится такая возможность, обязательно побывать в природном парке Большой Тхач. Ну что, пора как-то подытожить мой трёп. И, наверное, нужно что-то пожелать вам. А что я могу пожелать? Путешествуйте. Друзья, обязательно путешествуйте, как только у вас появляется такая возможность, потому что это окрыляет, это вдохновляет, это дает невероятный заряд энергии. И помните, что даже в русской глубинке может быть очень и очень красиво. Увидимся! Опа! Та-та-та-та-та!